Стоп, Таракан! 29 мая 2020 года произошло событие, которое взбудоражило всю Беларусь. На пикете по сбору подписей за выдвижение претендентом в президенты Светланы Тихановской во время провокации спецслужб на площади Советской в Гродно арестован руководитель инициативной группы Сергей Тихановский, другие члены инициативной группы и случайные люди. Женщина подошла, начала Тихановскую Сергея дергать за руки. Он от нее отходил, говорит: вы провокатор, я не хочу с вами разговаривать. Во время прямой трансляции женщины-провокаторы кричали и хватали Сергея за руки, а когда ему удалось отойти от них, на площади появились два милиционера, которые, не представившись, схватили его за куртку, спровоцировав возмущение людей, в результате чего один из них оказался на земле с оторванным шевроном. Потом подошел сотрудник милиции, упал рядом. Еще Соляник говорит: а что вы лежите? Ну, что вы такое слабое сознание теряете. Потом выскочили, подъехали менты, ну, не знаю кто, в черных формах люди, ОМОН. Ничего не представлялись, ничего, просто взяли, заломали, закрутили, увезли. На відео все бачно. Це була галімая провокація. Ви ж бачили, там дві жінки. Хотіли заскочити прямо у постіль до Тихановських. І чому гэтак, чому гэтак? Яны хапали його за руки, яны провокували. І коли, безумовно, це були провокаторші, потім люди вилічили, що, ну, чим вони займалися, ці жінки раніше. Ось. А раніше гандлювали своїм тілом, а потім вирішили гандлювати вже душою. Ось. І, скажімо так, коли перша невдала отрималася ця провокація, прибігли два мента, їх освистали, вони пішли назад. Потім і на другий раз почали цеплятися. І ви вже бачили, міліціонери підійшли одразу до їх. І вони вже ведали, що це їх. Підійшли до їх, і вона показує пальцем: ой, він мені відказав на питання. І прийшли і почали хапати Сергія за руки. Люди трішки оттиснули, і тут раптом бах, один міліціонер лежить і валяється шеврон. Я стояв побач, там на відео є, я стою в цій вишиванці, льняной такой, і гітара в руці. І чоловік, який стояв побач коло мене, праворуч, каже: я ж бачу, як міліціонер, падаючи, сорвав з себе шеврон, що так, якби це йому оборвали. І він включив якусь сиренку таку на этом, ну, который говорить. І тут прос хвилини дві повискакував ОМОН і похапали хлопців. І дивіться, коли влада опускається до таких низьких провокацій, это переступаючи праз все моральные нормы, такую владу белорусский народ терпеть не будет. Мы, белорусы, вельми годные, мы выявили, вот опошние 2-3 месяца, мы выявили настолько выкшталцоную шляхетную годность, что назад устоило никто не загонит белорусов. Наша возьме, перемога будет за нами. Верим, можем, переможем. Несмотря на то, что милиция и следствие располагало видеозаписью, где видно, что Тихановский не толкал милиционеров, а также показаниями свидетелей, которые видели, что милиционер упал сам с шевроном в руке, Следственный комитет возбуждает уголовное дело по статье 364 Уголовного кодекса Республики Беларусь, утверждая, что Тихановский организовал и принял активное участие в незаконном массовом мероприятии, грубо нарушающем общественный порядок и сопряженным с явным неповиновением законным требованиям представителей власти, выразившимся в умышленных насилии и угрозах применения насилия в отношении сотрудников органов внутренних дел. Статья предполагает лишение свободы до 6 лет. Обычная провокация произошла, ну, чтобы не хотят давать дорогу, не хотят от этих протестов. Они привыкли, что 26 все было ровно, 26 лет. Ну, никаких. Здесь народ уже, ну, подходит. Вы видели хотя бы, чтобы в очереди собирались? Я во вторник собирал пикет, вот, принимал подписи. Люди 2 часа под дождем стояли, чтобы ставить свою подпись. 2 часа ждали. В каком году это было, чтобы люди стояли, ждали? Не важно, как голосуют, важно, как считают. Привет всем, кто хочет жить в стране для жизни. Тихановский находится в тюрьме номер 8 города Жодино. Срок содержания под стражей сейчас продлен до 6 месяцев, а количество сфабрикованных уголовных дел стало не менее 5.
Но что на самом деле заставило милицию, прокуратуру совершить преступление? Ведь на записи видно, что Тихановский сам стал жертвой провокации. Предприниматель и блогер Сергей Тихановский в 2019 году стал показывать бесхозяйственность и халатность белорусских чиновников, снимал видео на тему экономики и предпринимательства. Но власть и чиновники дали свой ответ, показав большую фигу. Сергею стало понятно, что чиновники сидят на своих местах не просто так, и назначает их диктатор. Кульминацией стал 13-часовой стрим с избирательного участка во время выборов в парламент в 2019 году, где явка избирателей составила 15%, а официально объявили свыше 70%. За стримы акций против углубленной интеграции России и Беларуси Тихановского незаконно приговорили к 30 суткам ареста. Новый 2020 год он встретил в изоляторе временного содержания, однако отсидел лишь 15 суток. Второе решение суда и арест еще на 15 суток власть решила не приводить сразу в исполнение. Как вы думаете, почему? Тихановский снимает интервью с обычными белорусами, которые рассказывают, с какими преступлениями милиции, Следственного комитета, прокуратуры, налоговой, департамента финансовых расследований и чиновников они столкнулись, и обретает народную любовь. Но я не ожидал такую поддержку белорусов, что будет так много людей. Вот. Но вы видите, то есть люди хотят перемен, они настроены уже на перемены в нашей стране. И мне кажется, этот год должен просто, уже обязан стать годом перемен. Стоп, таракан! Да, Тихановский у нас глава избирательного штаба, глав избирательных штабов у нас тоже. Не помню, чтобы задерживали. У нас задерживали обычно потом, уже после избирательной кампании, в том числе отправляли на существенные сроки. Но вот до выборов такого еще не было. Это вот уже что-то новое происходит в стране. Это правительство, которое... ему не стоит задача каких-то экономических реформ. Здесь задача удержания власти, удержания контроля над ситуацией. Героями его видеороликов становятся и политики, которые рассказывают о преступлениях диктаторского режима, исчезновении оппонентов Лукашенко и репрессиях против активистов. Желающих дать интервью народному блогеру и рассказать о преступлениях режима становится все больше. Первое, что бы я сделал, инициировал импичмент Лукашенко. Ну, это нормальное желание. Тут все этого хотят, по-моему, 95%. И Тихановский вместе с командой арендует автодом «Страна для жизней» и едут по разным городам Беларуси навстречу к своим героям. Средства на аренду автодома и оборудование собирали на стримах всей страной. В Мозыре, Калинковичах и Могилеве Тихановскому удается перехитрить милицию, избежать задержания при поддержке граждан и даже разыграть милицию, подставив двойника. Ура! Вышел! Ребята, молодец! Ребята, вы смотрите обязательно. Все, ребята, это не Сергей, это розыгрыш! Ура! 4 мая в Мозыре мы снимали сюжет о бесхозяйственности чиновников, преступной халатности в Мозырском районе. Мы столкнулись с сотрудниками то ли КГБ, то ли МВД, и после этого началось. Я прошу вас посмотреть этот сюжет, а также тех сотрудников ГАИ, милиции, с которыми мы столкнулись. Никаких повесток я не получал, никаких протоколов, никаких звонков. Они просто хотят схватить меня, как это уже было со мной и с другими блогерами, затащить на суд, осудить, чтобы никто не пришел в поддержку, чтобы не было журналистов, и кинуть за решетку. За последние 2 дня было 5 попыток остановки и задержания автодома «Страна для жизни» и автомобилей наших подписчиков, которые двигались рядом. О начале этой травли народный блогер успевает сделать видео. Однако 6 мая автомобиль, в котором он ехал, задерживает ГАИ и ОМОН. Тихановского арестовывают на те 15 суток, которые он не досидел в январе. Это была самая масштабная спецоперация силовиков по привлечению к административной ответственности гражданина, который 4 месяца ни от кого не скрывался, но срочно понадобился властям.
Вы спросите, почему? Почему арестовали Тихановского? Туда зайдет, в ту дверь. Он зайдет в ту дверь. Не владелец. Зараз я прасоўваю законопроект, можа быць, ён таксама як бы не кладзецца чыста ў плоскасць маёй дзейнасці, але гэта законопроект об моратории на применение смертного покарания. Ой, можно вас попросить, пока не поменялся президент, не отменять? Все просто. Тихановский неоднократно заявлял о своем желании участвовать в президентских выборах. И как только его арестовали, в Беларуси объявили дату выборов. Я, Сергей Тихановский, белорусский предприниматель и блогер, заявляю о своем намерении участвовать в президентской кампании в качестве кандидата в президенты. А чтобы принять в них участие, необходимо подать заявку в течение 6 дней с момента объявления. Подать заявление из изолятора временного содержания через адвоката не удалось. Его просто не впустили. Жена народного блогера Светлана Тихановская пыталась подать заявку по заранее выданной доверенности, но Центральная избирательная комиссия ей отказала. Хотя Тихановский успел отправить заявление Ермошиной через изолятор временного содержания, его все равно не зарегистрировали и прислали несвоевременно ответ. Мы уже все объяснили вашей жене. На голосование вопрос. Кто за то, чтобы, рассмотрев заявление Тихановского Сергея Леонидовича о регистрации его инициативной группы по выдвижению кандидата в президенты, отказать в связи с нарушением порядка подачи подобных документов, прошу проголосовать. Кто за? Постановление принято. Народного блогера освободили из изолятора временного содержания на день раньше срока, когда зарегистрировали претендентом в кандидаты его жену Светлану. Ведь неизвестная домохозяйка не представляет никакой опасности для диктатора. Человек, он даже не кандидат в президенты, за жену там радеет. Понимает же, что за жену никто не проголосует в Беларуси. Не потому, что даже, вот я и часто говорю, Наталья Ивановна, за тебя тоже не проголосовали бы, хотя ты прожженный уже готовый президент. У нас Конституция не под женщину. Тихановский сразу дал пресс-конференцию, интервью Deutsche Welle и все подробно рассказал на стриме. Отдохнув 1 день после 2-недельного ареста, Тихановский начинает собирать подписи за выдвижение кандидатом в президенты своей жены и объявляет первый пикет по сбору подписей в Минске на Комаровке 24 мая. Отдать свой голос за честные выборы без Лукашенко приходят тысячи людей и выстраиваются в очереди, которые растягиваются на километры. Никто не ожидал такого ажиотажа. На пикетах в Слуцке, Барановичах, Могилеве, Гомеле и Гродно тоже выстраиваются огромные 3-часовые очереди. Люди готовы стоять часами, чтобы оставить подпись за Светлану Тихановскую против диктатора Лукашенко. Так почему же арестовали Тихановского и его команду? Все просто. Как могут существовать километровые очереди, даже в маленьких городах, чтобы оставить подпись против Лукашенко, если по официальной статистике он народный президент, которого поддерживают более 80% населения страны? Поэтому он отдает приказ посадить Тихановского. Диктатор отрицает наличие очередей и лжет, что это постановка. Хотя каждая очередь показана в прямом эфире Тихановского, где на протяжении долгих часов в каждом городе он разговаривает и здоровается со всеми людьми. Достаточно. В других городах тоже приходит очень много людей. Они хотят отдать свой голос за кандидата Тихановскую, понимают, что это моя жена, и по сути они отдают этот голос за нас, за нашу семью. Я не знал, что так много людей будет. Я безумно им благодарен. Я очень рад, что белорусы поверили в то, что могут быть перемены, и то, что просто так они в этом году не дадут себя обмануть и фальсифицировать выборы в нашей стране. Многочисленные СМИ тоже ведут свои трансляции, непрерывно показывая очереди от подписей, которые там собирали, признала Центральная избирательная комиссия. Их можно было оставить только 1 раз. Сначала диктатор утверждал, что Тихановский работает на Россию, и у него есть иностранный паспорт. Но белорусы не поверили в очередное вранье Лукашенко, и 29 мая после задержания Тихановского вышли на протесты в Гродно и других городах. Тогда диктатор решает выставить народного героя бандитом и предателем Родины. Следствие почему-то решает провести обыск на даче у матери Тихановского. И, о чудо,
находят в мусорных пакетах чуть меньше $1 миллиона. Правда, с 3-го захода. Видео обыска в тот же день показывают по всем центральным каналам. Однако в эту ложь белорусы не верят. Судите сами. Пенсионерка, мать Тихановского, чтобы попасть на дачу, сначала едет до вокзала 45 минут на автобусе. Затем 30 минут ждет дизель на вокзале и покупает билет. Затем 45 минут едет до своей станции и 20 минут идет до дачного домика, чтобы вырастить дешевые овощи, где, по версии следствия, у нее лежит за диваном в мусорных пакетах $1 миллион. Учитывая, что про деньги сказал в СМИ сам диктатор, а потом встретился с Вакульчиком, и только потом их нашли, то становится понятно, кто их туда положил. Для того, чтобы Тихановский сидел и вина его казалась очевидной, на него навешали 5 уголовных дел. 40 томов уголовного дела в суде не могут быть у невиновного человека. Так, по статье 342, 27 мая в Могилеве и 29 мая в Гродно Тихановский вместе с инициативной группой, оказывается, не собирал подписи за выдвижение Тихановской, а проводил незаконный митинг, грубо нарушающий общественный порядок, сопряженный с явным неповиновением законным требованиям представителей властей, повлекших нарушение работы транспорта, предприятий, учреждений. Получается, что любой, кто пришел оставить подпись против диктатора, совершил преступление, по мнению Следственного комитета. Был бы человек, а статья найдется. Так, председатель Центральной избирательной комиссии Лидия Ермошина обвинила Тихановского в том, что он высказывал ей угрозы о проведении незаконных массовых мероприятий возле ее дома и незаконного вторжения в ее жилище вопреки ее воле, что вылилось в уголовное дело по части 1 статьи 191 Уголовного кодекса Республики Беларусь. Угроза, прямая угроза, которая уже написана на пикете по сбору подписей. Это мирный пикет. Что означает выступление господина Тихановского в Могилеве 27 мая? Цитирую из интернет-ресурсов. Мы скоро собираемся в Шклов, в Александрию, пикеты проводить. Ну, это понятно, хоть там никто и не живет, имеется в виду резиденция, но проведем. И возле дома Лидии Ермошиной в Минске будет замечательный пикет тоже. Заодно все зайдем в гости. А вот фрагмент видео, в котором руководитель следственной группы полковник Агафонов увидел все признаки этого серьезного преступления. Статья предусматривает до 6 лет лишения свободы. Шклов. А мы, кстати, скоро собираемся в Шклов, в Александрию пикет проводить. Обязательно. И возле дома Лидии Ермошиной в Минске будет замечательный пикет тоже. Заодно все зайдем в гости. Следователи Следственного комитета внимательно рассмотрели все 400 роликов Тихановского на YouTube-канале «Страна для жизни» и попытались натянуть их содержание на Уголовный кодекс Республики Беларусь. Так, когда появилась статья о разжигании розни, по части 2 статьи 293 Тихановский готовил массовые беспорядки, сопровождающиеся насилием, погромами, поджогами, вооруженным сопротивлением представителям власти. То есть Тихановский знал за много месяцев, что его арестуют в Гродно, и нанял 33 российских богатыря-вагнеровцы и еще сотни шляющихся по лесам для погромов в Беларуси. Статья предусматривает до 8 лет лишения свободы. А еще, чтобы ограничить Тихановского, диктатор выдумал историю с каким-то российским политтехнологом, почему-то из Гомеля и с российским паспортом, который через засланного казачка почему-то управлял Тихановским. Получается, что все, кто смотрел стримы Тихановского, просто обмануты профессиональным актером. Но и тут промашка. Оказывается, российский политтехнолог успел дать интервью, где сказал, что знать не знает Тихановского. Вранье Лукашенко поражает. Сначала он утверждал, что за Тихановским стоит Россия. Деньги дали российские олигархи, приехали российские вагнеровцы, руководил российский политтехнолог. Затем он начал говорить, что это мелкобуржуазная революция. Ну а когда единственным другом диктатора осталась Россия, то он во всем обвинил Запад и США. Тот же политтехнолог вдруг стал американским. Ведь у его жены американский паспорт. Можно с уверенностью сказать, что найденные за диваном американские доллары следствие посчитает доказательством причастности США. Ведь они же американские. Точно так же сфабрикованы уголовные дела в отношении кандидатов в президенты, политиков, блогеров и журналистов.
Диктатор утверждает, что у белорусских протестов нет лидеров, и они все разбежались. Диктатор умалчивает, что всех лидеров он либо посадил в тюрьму, как Тихановского, Статкевича, Северинца, Кабанова, Петрухина, Цыгановича, Неронского, Бабарика, Колесникова, Знака, либо выбросил из страны. На что способен режим, можно увидеть даже на примере одной семьи Тихановских. Тихановскому режим угрожает тюрьмой, минимум 5 уголовных дел. Матери Тихановского тюрьмой за неуплату налогов в особо крупном размере. 1 миллион же нашли у нее. Жене Тихановского угрожали тюрьмой и тем, что дети останутся сиротами. Не осталось ни одного члена семьи Тихановских, кто бы не пострадал от режима. Как так получается, что в Беларуси нет ни одного достойного человека, чтобы управлять страной? Никто, кроме Лукашенко, который уже 31 год будет управлять Беларусью по итогам сфальсифицированных им выборов, показывающих более 80% белорусского народа в его поддержку. Своих противников он называет преступниками и бандитами, которыми управляют кукловоды, и место им в тюрьме. Ведь нормальный человек не будет выступать против Лукашенко. А недовольное меньшинство продолжает заполнять центральные проспекты городов Беларуси по выходным. Всех их диктатор называет сбродом, уголовниками и нацистами. Ведь любимую не отдают. Позволит ли белорусский народ посадить в тюрьму своих лидеров? Или завоюет свободу? Белорусских судей назначает лично диктатор, и нет никаких сомнений, какое будет решение суда при всей абсурдности обвинений. Но если вы были на пикетах Тихановского в Гродно и Могилеве и можете подтвердить, что Тихановский не экстремист, а патриот Беларуси, либо если вы каждый день смотрели его стримы и можете подтвердить, что все, о чем говорил Тихановский, это чистая правда и коллективное мнение большинства, то присылайте свои контакты на электронную почту. И, возможно, вы сможете помочь народному блогеру в самом честном и справедливом суде. И не забывайте приходить на судебные заседания над активистами. Только вместе мы сможем построить страну для жизни. Стоп таракан. Однажды дед говорил мне, когда светало вдали, мы с ним у дверей стояли, и телеги мимо ползли. Видишь ли эти стены, за ними мы все живем. И если мы их не разрушим, то заживо здесь сгнием. Давай разрушим эту тюрьму, здесь этих стен стоять не должно. Так пусть они рухнут, 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 обветшавшие давно. И если ты надавишь плечом, и если мы надавим вдвоем, то стены рухнут, 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 и свободно мы вздохнем. Руки мои в морщинах, с тех пор прошло много лет, а сил все меньше и меньше, а стенам их сносу нет. Я знаю, они гнилые, но сложно их одолеть, когда не хватает силы, и я прошу тебя спеть. Давай разрушим эту тюрьму, здесь этих стен стоять не должно. Так пусть они рухнут, 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 обветшавшие давно. И если ты надавишь плечом, и если мы надавим вдвоем, то стены рухнут, 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 и свободно мы вздохнем. Деда давно не слышно, злой ветер его унес, но мы с ним стоим все так же, под тот же грохот колес. И когда кто-то проходит мимо, я стараюсь погромче петь ту песню, которую спел он, прежде чем умереть. Нам старики объясняют, что стенам вечно стоять, что нам ничего не поделать, и надо терпеть и молчать. Это
Эта история длится тяжелых 26 лет. И чтобы поставить в ней точку, есть только один ответ. Плечом, и если мы надавим вдвоем, то стены рухнут, и свободно мы вздохнем. Давай разрушим эту тюрьму, здесь этих стен стоять не должно. Так пусть они рухнут, обещавшие давно. И если ты надавишь плечом, и если мы надавим вдвоем, то стены рухнут, и свободно мы вздохнем. Давай разрушим эту тюрьму, здесь этих стен стоять не должно. Так пусть